И в этом видео мы поговорим о Гран-при Европы, Элли Кап и Чемпионате России. Гриша, соберись уже, восстанавливаюсь. Я слил. Вы видели, что сделал Кашаев. Александр уверенно обыгрывает Антона. Я снова сливаю Сурину. Антона поздравляем, Дмитрий на 3-м месте. И вот тут мы переходим к следующему пункту этого видео, к первому из таковых турниров. Всем привет, это Старрес ТВ, с вами Вячеслав Камин и... Ой, этого я не должен говорить. Продолжаем цикл видеообзоров на турниры. И сегодня я попытаюсь рассказать о Кубке Элли, который прошел 1-2 февраля в Гренобле. Легко заметить, что с турнира прошло уже больше месяца, но меньше 2, так что ничего страшного. Тем более организаторы до сих пор не выложили таблицу на сайте ЕГД, из-за чего рейтинг до сих пор не пересчитан. Эй ты! Чего? Классные очки. Спасибо. Сразу скажу, это видео не будет самым качественным, потому что некоторая часть видео записывалась на месте событий, а там что-то с плохим фоном, что-то на плохую камеру, но надеюсь, вы выдержите. It's a vlog time! Так, мы в Гренобле, сзади меня World Trade Center, место проведения турнира. И сейчас уже темно, потому что я забыл записать подводку днем. Гренобль — это красивый город, окруженный горами. Ранее здесь уже проводились крупные турниры. Один из них — это юношеский чемпионат Европы, где в тот раз Россия заняла все 3 призовых места до 20 лет. В том числе я и Антон заняли 1 и 3 место. Так что надеемся на продолжение хороших выступлений на французской земле. Кстати, Гренобль — один из лидеров Франции по популярности Го. Но давайте закончим о Гренобле и начнем говорить о самом турнире. Элли Кап, а по-русски Кубок Элли, создал Ин Сюн Хван, чтобы выразить свою благодарность Европейскому сообществу Го. Он его проводит и спонсирует уже 3-й раз с 2017 года. И, кстати, назван он именем его дочери Элли, которая родилась на год раньше. Подробнее про Элли Кап, всякую информацию, историю Кубка можете прочитать в группе ВК любителей игры Го, где какое-то время назад была выложена статья про это. Проводился турнир вот в таком приятном помещении, довольно большой зал, красивый. Но проблемы начались вместе с жеребьевкой первого тура, когда выяснилось, что организаторы не совсем знают, как правильно использовать систему Макмагон. Для тех, кто не знает, поясню. Ой, всем привет, я наконец попал на Старрес ТВ. И сегодня в этом видео я расскажу вам про систему Макмагон. Система Макмагон. Система Макмагон — это система проведения спортивных турниров, в котором... Вот все, Слав, я тебя обожаю. Система проведения спортивных турниров, где заранее известен рейтинг всех участников. И сейчас я попытаюсь объяснить его за 30 секунд. Погнали. Итак, представь, что у нас в турнире N игроков. И тогда, как нам разжеребить первый тур? Хлопаем. Давай как-то по-другому. И как там прожеребить первый тур? Сыграть более сильный, более слабым? Не будет интриги. Если сыграет более сильный с более сильным, может быть, убьется интрига всего турнира. И система Макмагон придумала такое правило. Сейчас подробнее. Макмагон додумался дать игрокам изначально очки. Кто сильнее? Макмагон придумал сделать... Макмагон. Итак, Макмагон решил сделать группы, в которых будут играть люди. Супер! Сняли. Давайте утку поймаем, я хочу с уткой в руках говорить. Группы, в которых будут играть игроки более-менее равного рейтинга. Из-за этого в первом туре сыграют игроки одинакового рейтинга примерно. Из-за этого турнир станет более сбалансированный и более логичный. Все, снято. Все, мы сняли. Все хлопаем. Так вот, они просто сделали группу на 24 человека и поставили их как-то наугад играть между собой. Что, кстати, в первом варианте жеребьевки поставило меня играть против Ильи. Естественно, обоим это не понравилось, потому что это означало бы, что один из нас проиграет, что, конечно же, грустно.
Ладно, на самом деле мне не хотелось проигрывать, а Илье не хотелось плохой коэффициент. В итоге справедливость восторжествовала. Жеребьевку смогли сделать правильную, нормальную. Проблема осталась только то, что в верхней группе Макмагона остались 24 человека, что увеличивает долю рандома и случайности в распределении призовых мест, потому что 5 туров – это довольно-таки мало для такого серьезного турнира. Но ничего страшного, если все выигрывать, то при любой системе можно занять первое место. The Gumi is 75 points. The main time is 1 hour 12 a.m. and Ayumi is 3 times 30 seconds. Про результаты первого дня ничего особо сказать нельзя, потому что ничего интересного не было. Прошла партия между Антоном и Ильей. Вот самое интересное событие дня, как минимум для российских зрителей. Ну и можем послушать мнение об этой игре от обоих ее участников. Даже у Ильи не могу выиграть, который вообще, просто тренировался немножко. Что это за чушь собачья? Так, первый вопрос в интервью. Как оценишь свою партию с Антоном? Что можешь про нее сказать? Партия получилась напряженная. Я чувствовал, что могу проиграть до позднего юса. Было такое ощущение. Поэтому старался изо всех сил, потратил много энергии. В общем, с Антоном мне тяжело играть. Антон главный фаворит отборочный на чемпионат мира? Не знаю. Я думаю, что все претенденты достаточно сильные. Даже Степан? Даже Степан. Чего? Как вообще оценишь свой результат турнира и все такое? Считаю, что сыграл неплохо, хотя очень обидно проиграл в последнем туре китайскому профессионалу, потому что хотел выиграть. И я проиграл, потому что сделал много ошибок, там шансов мне, в принципе, в партии не было, но тем не менее я считаю, что мог бы сыграть лучше. Ладно, спасибо. Итак, об упомянутом в интервью отборочном на чемпионат Европы. Он пройдет в Москве, но пока неизвестно когда, неизвестно где именно, пока никому не сказали ничего об этом. Но тут, скорее всего, будет какое-то видео, обзор или что-нибудь еще. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. Что еще сказать? Ставьте лайки, не переходите по ссылкам в описании. Я просто там ссылку на Бадук 1 оставил. Стал новичком, который не может выиграть ни одного человека. Я просто не верю в это. Даже у Ильи не могу выиграть, который вообще, просто тренировался немножко. Что, я этому проиграю, который Ферзяву может привести к переходу? Кроме партии Антона против Ильи, которую мы уже упомянули, в первый день из интересного можно выделить только одну партию. Название канала – Starrise TV. Что такое Starrise? Это юношеское объединение некоторых игроков Европы. Один из них – Оскар Васкес. И именно он в первом туре играл партию против Арианы Угье. Играли не очень долго, более 3 часов. Причем Оскар неожиданно проиграл, потому что вначале звенул группу. Но самое интересное в этой партии – это то, что такая ее длина привела к тому, что организаторам пришлось изменить настройки времени в турнире, что на самом деле не такой частый случай. Дело в том, что первый тур начался по местному времени в полдень, а в 8 часов вечера место проведения закрывалось, из-за чего организаторы после 3-часовой партии в первом туре решили, что нужно немножко отнять времени у игроков, иначе игроков выгонят. Причем, возможно, даже не во время 3-го тура, а еще до его начала. В общем-то, это все интересное, о чем можно рассказать про первый день турнира, поэтому сразу про второй день, в котором мне хочется для начала увидеть мою партию против Дениса Карадабана, в которой встретилась вот такая вот интересная позиция. А в то время шла партия Оскара Васкеза, который после поражения Ариане выиграл остальные партии, против Тангели Кальве. И в этой партии неожиданно победил Оскар. Никто не сомневался. Ну, Танги европейский профессионал. Да, я так и понял. Серьезно? Ладно, а в это время за первое место среди европейцев боролись 2 настоящих профессионала, Илья Шикшин и Али Джабарин. Вот, например, Илья играет против Али, вот Али против Ильи, вот снова Илья против Али играет. В общем-то, я там зря время не терял. Итак, перед последним туром сразу 5 европейцев шли только с одним поражением и претендовали на 2-е место среди европейцев, которые дают не только солидные призовые, но и бонусные очки в Гран-при Европы.
Илья уже гарантировал себе первое место среди европейцев, а дальше боролись Али, Оскар, я, Антон и Бен Зиро. И тут в свое дело снова вступает жеребьевка, которая необычным образом почему-то свела Али Джабарина с одним из сильнейших участников турнира Очимином, Антона с Бен Зиро и меня с Оскаром, что неожиданно дало последним четверым шансы на второе место в европейском зачете, что было бы очень большим успехом. Но в итоге я проиграл. Очень расстроен, потому что если бы выиграл, занимал второе место среди европейцев, хотя винить в этом можно только жеребьевку. Но ничего страшного, двигаемся дальше. Хотя итог, конечно, удручающий. Это 9 место в общем зачете и 6 среди европейцев. Бонусные очки, правда, получают только 5 мест. Так что я в пролете, но ничего страшного. Кстати, дождь пошел, надо валить отсюда. Second prize of the Annie Cup is, and first European is Ilya Shichin. Le 5e prix, Oscar Vasquez. В общем-то, на этом все. Я надеюсь, что это видео получилось интересным. А видео с первенства Европы в Хорватии будет? Слав, там твои слова, но я могу за тебя сказать. Всем удачи и всем пока.